Всем привет! Что может быть лучше подарка, сделанного своими руками? Только вкуснейшие конфеты, сотворенные с любовью. 5 видов конфет в одной коробке. Начнем с подготовки ингредиентов. На сухой сковороде обжарим миндаль и оставим его остывать. Вяленую клюкву заливаем горячей водой. Курагу также заливаем горячей водой и чернослив. Оставляем минут на 10-15, затем откидываем на дуршлаг и даем стечь всей жидкости. Первыми конфетами у нас будут идеальные баунти. Сооружаем водяную баню, отправляем в миску 2 столовые ложки кокосовой пасты. Добавляем 150 мл кокосовых сливок и перемешиваем. Добавляем 1 или 2 столовые ложки сиропа топинамбура, тут зависит от ваших пристрастий к сладости. И тщательно перемешиваем до однородности. Затем всыпаем 200 грамм кокосовой стружки и перемешиваем. Удобнее это делать руками. Формируем шарики, у меня весом приблизительно 20 грамм, и отправляем конфеты на час в морозилку. Через час окунаем каждую конфету в шоколадную глазурь. Рецепт глазури вы можете найти в описании или чуть позже в этом видео я покажу один из самых простых вариантов. Выкладываем конфеты на пергамент и отправляем в холодильник, чтобы шоколад схватился. Следующие конфеты одни из самых полезных и простых в приготовлении. Сухофрукты, которые мы заливали кипятком в самом начале, нужно промокнуть бумажным полотенцем. Подготовим миндальную муку. Остывший миндаль перемалываем в кофемолке и просеиваем сквозь сито. Заготавливаем муку для всех последующих конфет, не только для этих конкретных. С одного апельсина снимаем цедру и выжимаем из него сок. Этого апельсина нам хватит на 2 вида конфет. В чашу блендера отправляем сухофрукты и чайную ложку апельсиновой цедры. Это примерно половину того, что у нас есть. И доводим эту ароматную смесь до однородности. Теперь частями всыпаем миндальную муку. У меня ушло приблизительно 30 грамм. Тут важно не переборщить с мукой, чтобы не забивать вкус. Вот такое идеальное тесто должно получиться. Формируем конфеты, обваливаем в кокосовой стружке, можно в кунжуте обвалять, и отправляем в холодильник отдыхать. Для следующих конфет нам понадобятся финики без косточек. Отправляем очищенные финики в чашу блендера. Добавляем 50 грамм миндальных орехов. Оставшуюся цедру апельсина, это примерно чайная ложка. 1 чайную ложку с горкой какао-порошка. Сок из половины апельсина. Измельчаем все в блендере. Обязательно добавляем щепотку соли. И теперь в эту смесь мы должны добавить 1,5 столовые ложки миндальной муки. Перемешиваем до однородности. Получаем вот такую вот липкую, достаточно массу, но так и должно быть, это нормально. Формируем конфетки, обваливаем в какао-порошке и отправляем в холодильник. Четвертым номером в нашем квинтете идет трюфель, шоколадный трюфель в упрощенном варианте. Берем горький шоколад, растапливаем его на водяной бане, добавляем столовую ложку масла какао, либо кокосового масла и перемешиваем до растворения масла. Вливаем 70 мл жирного кокосового молока, добавляем столовую ложку арахисовой, как у меня, либо миндальной пасты, обязательную щепотку соли и все перемешиваем до однородности.
Вот такая идеальная консистенция должна получиться. Теперь убираем нашу заготовку в холодильник минимум на час. Через час достали из холодильника и можно смело формировать конфеты. Форма конфет может быть любая, у меня вес примерно 21 грамм, и форму я придала такую, как вот в детстве, были трюфели такие классические. Обваливаем конфеты в какао-порошке либо в кэробе, у меня кэроб, потому что, на мой взгляд, конфеты имеют очень насыщенный шоколадный вкус, и кэроб это немножечко облегчает. Готовые конфетки отправляем в холодильник. И самые интересные конфеты я оставила напоследок. Кокосово-лавандовые, потрясающие. 1 столовая ложка кокосового масла отправляется в чашу блендера. Добавляем 1 чайную ложку сиропа топинамбура. Добавляем 2 столовые ложки кокосовой пасты. Чайную ложку экстракта ванили. Ну, это по желанию, можно не добавлять. Обязательно щепотка соли. И все это взбиваем до однородности. Теперь всыпаем 150 грамм миндальной муки и 1 столовую ложку сушеной лаванды. Лаванда должна быть пищевая, это важно. И все это тщательно руками перемешиваем. Теперь формируем конфетки и отправляем их в морозилку на 1 час. Теперь обещанная самая простая шоколадная глазурь. В 100 грамм горького шоколада добавляем столовую ложку кокосового масла. Нагреваем на водяной бане и получаем идеальную глазурь. Замороженные конфетки окунаем в глазурь, стараемся покрыть их равномерно. Украшаем цветочками лаванды каждую конфетку и отправляем в холодильник до стабилизации глазури. Вот и все. Берем красивые коробки, складываем конфеты в коробки и дарим с радостью всем своим друзьям, близким, родным. Такое ассорти приведет в восторг всех без исключения. Мною проверено лично. Если вам понравилась моя идея дарить вот такие шикарные конфеты, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями и не забывайте заходить почаще, у меня очень много всего интересного на канале. Я желаю вам хороших праздников, приятных эмоций и всего самого наилучшего. Всем пока!